Приветствую, друзья, на канале Каска. В этом видео по Fortnite вы узнаете, как повысить FPS в новом сезоне. Подберем с вами оптимальные настройки для разных систем и слегка оптимизируем нашу винду. Избавимся от лагов и фризов, а также сделаем более стабильным фреймтайм. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, полезная интеграция и погнали. Эй, братик, послушай. Я тут проштудировал интернет и в поисках топовых интернет-магазинов для покупки игр и пополнения Steam аккаунтов. И знаешь, что я обнаружил? Что на Case4Gamers минимальная комиссия от 3%. Между прочим, одна из самых низких на рынке. Пополнить можно абсолютно любой аккаунт. Россия, Казахстан и многое других. А ассортимент здесь действительно богатый. Игровые ключи, софт, подписки, подарочные карты и даже Windows. Приобрести очень просто. Выбираем интересующий нас товар, обязательно убеждаемся в доступности нашего региона, добавляем в корзину и переходим к оплате. Можно оплатить по СБП и даже криптой. Обязательно применяем код скидки, это Каска, который сэкономит вам целых 15%. Разве это не чудо? Если возникнут какие-либо проблемы, в чем я сомневаюсь, тем не менее поддержка всегда рядом. И, наверное, не менее важная особенность — это регистрация аккаунта. Для того, чтобы отслеживать свои заказы, вдруг чего открывать различные споры. И тут же мы можем увидеть, что каждый продавец проходит обязательную верификацию, а активные пользователи получают бонусное вознаграждение. Ссылочку на Case4Gamers я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. А теперь возвращаемся к ролику. Первое, что мы делаем, оказавшись в игре, нажимаем на шестеренку и начнем с самого вкусного. Это графика. Игровое окно. Если потенциально вам нужна более низкая задержка, ставим полноэкранный режим. Если нужно быстренько сворачиваться, окно на весь экран. Разрешение по соотношению к вашему монитору. Понижать разрешение ради лишних FPS нет смысла. Почему? Потому что у нас есть масштабирование изображения. А понижением разрешения мы лишний раз подпортим себе картинку. Вертикальная синхронизация. Для всех шутеров, тем более онлайн, лучше выключать. Лимиты частоты кадров без ограничений. Но если вам нужно будет ограничить ваши FPS, плюс сделать более стабильным фреймтайм, для этого к нам на помощь приходит MSI Afterburner. А если более конкретнее, RivaTuner. Для этого мы качаем MSI, делаем ее установку с RivaTuner обязательно, находим фреймрейт лимит и задаем значение. Если у вас в среднем 200 FPS, ставьте около 180, либо же под герцовку вашего монитора. Таким образом мы получаем максимально стабильный фреймтайм. А фреймтайм в свою очередь очень сильно влияет на геймплей. Режим отрисовки. Здесь нам доступны DirectX 11, производительность и DirectX 12. Тут в принципе все очевидно. Производительность для слабых систем и для тех ребят, которым важен каждый кадр. 11 DirectX я рекомендую включать, если у вас видеокарты ниже 4000 серии, AMD 7000 серии. Для всех остальных, даже если у вас 4060, включайте DirectX 12 и уже с помощью DLSS либо Intel XS подбирайте необходимый пресет, допустим баланс либо производительность. Яркость. Рекомендую слегка завысить, но все зависит от вашего монитора. Тут все по желанию, кроме размытия движения. Лучше отключить. Эффекты параллакса я выключаю. И наконец-то сглаживание и сверхвысокое разрешение. Здесь там доступны различные варианты. Без сглаживания. FXAA, более бюджетный вариант, лучше чем ничего, но и слишком много мыла. TAA, лучше чем FXAA, уже более такой дорогой, но также само дает мыльцо. Если вам нравится TAA, вы противник всех видов масштабирования, можете подрубить, но самое главное включить в настройках вашей видеокарты резкость. Далее Intel XS, побегал я с разными пресетами и мне показалось, что максимальное качество, либо максимальное качество плюс, наиболее опционально для моей системы. В среднем я получаю 250 FPS. В принципе, мне этого хватает. То есть у нас получается сглаженная картинка с хорошим визуалом и плюс выше, чем моя герцовка монитора. Как для любителя более чем. Но если вы проигрок, понятное дело, то, что я говорил раньше, включаем производительность и выключаем все виды масштабирования. А также у нас есть TSR-ки. Тоже очень хорошо работают. На самом деле включать выше, чем низкое качество, я не вижу смысла. Только самое главное, поставьте разрешение 3D на 100%. Поэтому, на мое мнение, у нас остается два варианта. Это TSR низкое, либо Intel XS с максимальным качеством, либо качеством плюс. Все зависит от вашей системы, еще раз повторюсь. Виртуальная геометрия нанит. Если вы хотите включить трассировку лучей, у вас мощная система, можете подрубать. Освещение включаем на люмины и отражение тоже на люмины. Лучше высокое. И трассировку лучей тоже включаем.
Таким образом у нас получается трассировка лучей плюс более-менее высокий FPS. Но я лично выключаю, тени тоже выключаю. Можно поставить на средний, если вам так хочется, но лучше выключить. Глобальное освещение. Здесь как раз таки уже спорно. Фоновое затемнение действительно меняет картинку. Если вам важен визуал, включайте фоновое затемнение. Отражение. Я обычно выключаю. Расстояние прорисовки. Большое либо эпическое. Качество текстур то же самое. Высокое либо эпическое. Качество эффектов низкое. Качество постобработки низкое либо среднее. Счетчик кадров тут. По желанию. Все остальное я выключаю. И нажимаем применить. Переходим на звук. Тут делайте настроечку под себя. Качество звука. Рекомендую поставить высокое. Сам внизу. Фильтр я выключаю. Вкладка игра. Снова опускаемся вниз. Находим повторы. Их выключаем. И энергосбережение тоже выключаем. Если у вас, конечно же, не ноутбук. Применяем все наши настроечки. А теперь вместе с вами перейдем на рабочий стол. Там мы слегка оптимизируем нашу винду и понизим задержку. Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. На рабочем столе нам с вами нужно будет сделать небольшую оптимизацию нашей системы. Работает как на Windows 10, так и на 11. По ссылочке в описании качаем данный архивчик. Будет находиться в телеге, прям в закрепе, и в Дискорде. Здесь нас встречают 6 папочек. Оптимизация, задержка, настройка видеокарты, очистка, твики реестра и BIOS. А также опционально схема питания. Начнем с вами по порядку. Но с Epic Launcher. Перейдя в библиотеку, найдя Fortnite, нажимаем на троеточие, настройки. Для слабых систем с малым объемом видеопамяти рекомендую выключить текстуры высокого разрешения. А предзагрузку элементов обязательно включаем. Неважно какая у вас система. Самое главное, чтобы хватало памяти на ваших дисках. Оптимизация. Отключаем визуальные эффекты. Ставим галочку на обеспеченное лучшее быстродействие. И самое важное, поставить галочку на сглаживание неровностей экранных шрифтов. Либо же можете поступить следующим образом. Если вам нужна оптимизация и плюс визуальный вид, ставим галочки ровным счетом, как и у меня. Отключаем повышенную точность. По умолчанию галочка на включить повышенную точность у вас будет стоять. Мы ее обязательно выключаем, применяем и нажимаем ОК. Отключаем Xbox Game Bar. Если у вас десятка, просто выбираем галочку. А уже для Windows 11 нужно это будет сделать через твики реестра. Чуть позже к этому подойдем. Включить игровой режим. Если по какой-то причине он у вас отключен, включаем. Аппаратное ускорение. Галочку на оптимизацию для игр в оконном режиме оставляем включенной. Доп. Графические параметры. Планирование GPU с аппаратным ускорением. Для видеокарт 4000 серии и выше оставляем включенным. На AMD-шке аналогично. 7000 серия и выше. Для всех остальных видеошек тестируйте самостоятельно, потому что где-то повышается производительность, а где-то наоборот ухудшается. Далее опускаемся вниз и находим Fortnite. Если его нет в списке, допустим, нажимаем обзор на 10, на 11 винде добавить классическое приложение. И ищем Fortnite. В моем случае это Epic Games, Fortnite Game, Binarious, Win64. И здесь находим Fortnite клиент, Win64. Шиппинг. Нажимаем вот сюда. Параметры GPU. Ставим высокопроизводительный. А уже оптимизация для игр в оконном режиме зависит конкретно на каком API вы играете. Если на 12 DirectX, галочку можете выключать. Если на 11 включайте. Отключаем эффекты прозрачности. Нажимаем вот сюда. И эффекты анимации, если они у вас включены, тоже выключаем. Целостность памяти. Галочку выключаем, и после всех этих манипуляций обязательно сделайте перезагрузку вашей системы. Но самое важное, если вы частенько загружаете что-то с вирусами, то лучше галочку оставьте. Следующая папка — это задержка. Latency Tweaks. Нажимаем PKM и запускаем от имени администратора. Что это все делает? Во-первых, нажимаем PKM и изменяем в блокноте. Можем посмотреть, что отключается DynamicTix, шпет
и Synthetic Timers. Что это значит? Зачем это значит? Я кратко написал в текстовом документе, что это такое. Читаем, если что не понимаем, гуглим и еще раз читаем. Если вдруг начались проблемы, естественно, все это возвращаем. Есть бэкап, вот оно все. Открываем KMD либо Windows PowerShell и вставляем по очереди данные команды. И все. MSI мод. PKM, запуск от имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI и приоритет задаем High. И нажимаем Apply. Закрываем. Настройка видеокарты. Если у вас видеокарта от AMD, открываем папку AMD Radeon. Для старых драйверов и видеокарт у нас здесь есть картиночки. Делайте так, как здесь указано. Если у вас более современные драйвера видеокарт, нажимаем PKM, AMD Software, переходим на игры, ищем Fortnite, антилаг, включаем. Но если вдруг у вас начались статтеры, выключайте. Дополнительно. Здесь мы можем поставить фильтрацию текстур на производительность. И для слабых видеокарт выбираем режим тесселяции на настройки приложения и отключаем уровень тесселяции. В остальном не рекомендую так делать. Если у вас видеокарта от NVIDIA, открываем NVIDIA GeForce, залетаем на сайт, качаем последнюю версию видеодрайвера, это для AMD касается, и далее запускаем NVIDIA Driver Settings. Это мы пропускаем, переходим на управление параметрами 3D, далее программные настройки и в списке ищем Fortnite, чтобы настроечки применились конкретно для Fortnite. Наша задача следующая: найти частоту обновления вашего экрана, если доступно, ставим высшее доступное, размер кэша шейдеров. Я рекомендую около 10 ГБ, режим низкой задержки. Если в игре доступна NVIDIA Reflex, по-моему доступна, я уже не помню, тогда в игре включаем NVIDIA Reflex на вкл либо вкл плюс Boost. Будьте внимательны, потому что вкл плюс Boost иногда может вызывать статтеры, а уже режим низкой задержки мы выключаем. Если же в игре вы не включаете NVIDIA Reflex, тогда уже здесь можем включить режим низкой задержки, вместе не включайте. Режим управления электропитанием. Для онлайн игр я рекомендую выбрать режим максимальной производительности. И в самом низу нас встречает фильтрация текстур, качество. Выбираем высокая производительность и применяем наши настроечки. Очистка. Delete Files. Выделяем все файлы, нажимаем Shift, Delete и да. То, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад. Delete Files, папка номер 2. То же самое, все это выделяем, Shift, Delete и да. То, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад. Disk Cleanup. Запускаем, выбираем диск C и где-то раз в месяц делаем полную чистку. Твики реестра. Здесь у нас находится два файла реестра, которые отключают Xbox Game Bar. Нажимаем PKM и открыть. Если у вас десятка, будет написано слияние. Game DVR2 PKM и слияние. Если вдруг вам нужно будет вернуть Xbox Game Bar, у нас уже есть готовые бэкапчики. BIOS. Залетаем в BIOS, но если вы даже не знаете, как зайти в BIOS, будьте добры, не лезьте туда. Находим настройки под системой PCI, Above 4G Decoding. Если ваша система поддерживает Rebar, включаем. Далее ищем пропускную способность PCI. И наша задача режим соединения PCI Express 16, слот 1, выставить на Gen 4, если доступно Gen 5. Все остальное по желанию. И наконец схема питания, максимальная производительность. Если она вам нужна, выделяем данную команду, нажимаем PKM, копировать, закрываем, нажимаем PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, нажимаем Ctrl плюс V, если не вставляется, тогда PKM, Enter, закрываем, открываем ярлык схема питания, показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальная производительность. Но я обычно оставляю все это добро на балансе. После всех этих настроек залетаем в Fortnite и наслаждаемся. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. С вами был Каска. Желаю высокого FPS.